Добрый день, я рада всех приветствовать. Действительно, мы все ходим вокруг вот этого прекрасного издания, которое сейчас лежит на столе. И, наверное, следует сказать вообще о том, какое количество предметов она включает. На самом деле коллекция по каким-то таким меркам масштабных собраний, она не так велика. То есть она включает 60 икон. Но это такое очень грамотно отобранное собрание. Я еще раз все-таки подчеркну, когда оно сформировалось, потому что, возможно, из каких-то таких отрывочных сведений не у всех сложилось полное представление. Поскольку коллекция формировалась именно в Америке, это произошло преимущественно в 90-е годы, и действительно она дает возможность составить представление не только о личных вкусах ее владельца, но, наверное, и о тех вкусовых предпочтениях, которые существовали на тот момент в мире, в той же самой Америке, в 90-е годы, когда, по большому счету, поздняя русская икона, а мы все-таки с вами преимущественно говорим о произведениях 18-го, 19-го, начала 20-го столетия, когда интерес к этим произведениям, он еще не был ярко выражен. Поскольку вот такой вот антикварный бум на поздние иконы, он прослеживается только с начала 2000-х. И, конечно, вот это вот мелочное миниатюрное письмо, которым в первую очередь славился Палих, и знакомство в первую очередь, наверное, с лаковой миниатюрой, оно дало такой очень важный толчок. Это искусство было понятно, то есть оно было красиво, и, конечно, его хотелось в первую очередь собирать. Среди представленных в каталоге произведений действительно довольно много предметов, которые по стилистическим признакам явно связаны с Палихом. В основном это произведения XIX столетия, то есть созданные как в начале, так и в самом конце. Но также есть очень интересные иконы, которые бытовали здесь. Вот чудесным каким-то образом на обложке сейчас оказалась одна из таких икон, это образ воскресения сошествия в ад с праздниками. Сама икона не палихская, я думаю, вы все это прекрасно видите. То есть это ярославские мастера, поздний 18 век, звонкое, красивое, невероятно виртуозное письмо. Чем она интересна? Исходя из надписи на обороте, в 1915 году этот образ был приобретен в Москве. И в этом же году он был освящен здесь, в вашем Палевском крестовоздвиженском храме, и принадлежал, судя по надписи, семье Сусловых. Знаменитых иконописцев. Здесь, в этой аудитории, безусловно, не стоит о них рассказывать. Поэтому действительно такие вот очень интересные аспекты бытования, своеобразного такого возвращения, обратной связи с тем местом, где они когда-то находились, они, конечно, очень интересны. Само собрание, оно безусловно, весомо. И почему еще вообще важен сам факт издания книги, ее презентации? Мы с вами прекрасно знаем, как редко вообще частные коллекционеры готовы не только выставить свои собрания, то есть первый шаг, наверное, это как-то познакомиться с своей коллекцией, а второй, наверное, самый важный шаг, который останется в истории, это, в принципе, попытка издания научного каталога и привлечения именно специалистов к его изданию. Потому что выставка проходит, если после нее ничего не останется, то, к сожалению, это событие уйдет из памяти людей. И благодаря вот именно такой вот очень активной энергии Олега Кушнирского, я просто невероятно ему благодарна за те активные действия, которые он проявляет и по публикации, по презентации, попытки как-то охватить вот, хотя бы какой-то масштаб России до Уральских гор, чуть-чуть подальше. Может быть, он продвинется еще дальше на восток, я не знаю. Но это, мне кажется, уже очень важно. И сегодня у нас тоже есть возможность, в том числе, познакомиться с этим собранием. И опять-таки, возвращаясь к самой коллекции, к тем предметам, которые мы можем в ней видеть, хочется отметить уже один такой очень важный момент, который уже Ольга Александровна затрагивала. Поскольку Палих, он вроде бы нам так хорошо знаком,
и нам кажется, что мы так хорошо знаем искусство этого центра, но тем не менее вовлечение новых предметов, а их же огромное количество, они позволяют нам совершенно иначе взглянуть и на развитие того же самого палехского иконописания, или скорректировать какие-то наши представления. Потому что, на мой взгляд, вот Палех вообще как такой уникум, как центр, который оказал колоссальное влияние на развитие иконописания всего вообще в конце XVIII века, он вообще абсолютно не раскрыт. И мне кажется, что он еще ждет своего часа, и для того, чтобы мы вообще поняли масштаб всего вот этого события, нам, конечно, необходимо привлечение многих новых экспонатов и их грамотного осмысления. Я очень надеюсь, что вот этот путь, он будет проделан, и я желаю нам всем удачи в этом направлении. И еще раз, конечно, поздравляю нас вот с таким прекрасным изданием.